Тадайма, я Алиса. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас я с вами нахожусь на самой туристической улице и площади Стамбула, а именно мы находимся с вами в Таксиме, и дальше пойдем гулять на улицу, которая называется Истикляль Джаддеси. Я вам покажу, как выглядит эта площадь. За мной отель Мармара, очень известный, вот он высокий. Здесь вход в метро площади Таксим, и дальше, сейчас я покажу, вот сейчас прямо за мной, вот в этой стороне находится именно проход к улице Истикляль. Я переключу сейчас камеру, чтобы вам было лучше видно все, чтобы вы поняли именно, как пройти на улицу Истикляль с площади Таксим. Я надеюсь, вам интересно погулять по Стамбулу, в самом туристическом месте, даже если вы здесь были, либо не были никогда. И поэтому обязательно досматривайте мое видео до конца, ставьте ваши лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. Погнали! Вот так выглядит самый известный памятник на площади Таксим. Здесь находится улица, которая ведет в район города Стамбула, который называется Джихангир. В Джихангире находится много интересных кафе, клубов и просто всяких ресторанов с именно видом на Босфор. Я вам советую погулять по этой улочке, она интересная, но не поздно ночью все равно. Хотя сейчас уже в Таксиме и именно в центральных районах города гораздо более безопасно, чем когда я только приезжала сюда. На площади Таксим находится вот такой буфет, который называется Кызыл Каялар. Это одно из самых известных мест, где подают мокрые гамбургеры. Рядом с ним находится еще очень много других всяких буфетов, но они уже менее известные. Здесь, конечно, еще много донеров. Мокрые гамбургеры, они вот выглядят таким образом. Я советую вам попробовать, потому что это вкусно и недорого. То есть такой стритфуд, который стоит попробовать именно в Турции. Это улица, про которую я вам говорила. Я не буду проходить ее до конца, просто хотела показать вам направление. Здесь находится очень много кафе, вот Бамби кафе. Достаточно узкая эта улица, но советую прогуляться, просто так для интереса. Сейчас я возвращаюсь обратно, потому что я хочу зайти именно на улицу Истикляль. Сегодня праздник и очень много людей на улице, очень много туристов гуляют. Как вы видите, сложно мне лавировать между такой толпой. Но ничего, я думаю, мы с вами справимся. В самом начале улицы Истикляль также находится вход в французское консульство. Кстати говоря, по этой улице именно очень много консульств. И те, кто знает, слышал про Турцию, про Стамбул, вот здесь проходит именно такой туристический трамвайчик. И вот в самом начале по этой улице очень много различных кафе и магазинов. Я уже не была здесь, наверное, несколько лет, поэтому для меня сейчас тоже интересно посмотреть, что здесь изменилось. Вот оно, французское консульство. Мне очень нравится, здесь очень интересные дома. Вы можете даже не подозревать вообще, но на каком-нибудь верхнем этаже простого здания, любого из этих зданий, может находиться очень фешенебельный и очень интересный ресторан с видом на море. Поэтому чаще всего, когда я здесь хожу, я стараюсь смотреть именно на здания, на входы, чтобы увидеть, что там находится. Сколько лет здесь не ходи, всегда, каждый раз, когда я сюда приезжаю, видишь что-то новенькое. Вот. Акзада — это ресторан, где продают турецкие сладости, очень интересные. Вот я вам покажу витрину, как все здесь украшено. Здесь находится в самом начале улицы несколько обменных пунктов валют, ну и также по улице тоже обменные пункты есть, поэтому если вы приезжаете на Таксим и у вас мало денег, вы не знаете, где их разменять, то можете быть уверены, что здесь вы найдете. Я пришла на другую часть улицы, потому что у меня было такое ощущение, что я иду не в правильном направлении, потому что все люди прям шли на меня. Вот, кстати, хотела показать тоже, на этой улице много находится Старбаксов и вот такой магазин Кикирики. Слышали вы о нем или нет, не знаю, есть ли он в наших странах, но здесь именно магазин Кикирики, он продает
очень такую интересную одежду. И причем, что даже не каждая наша, наверное, соотечественница рискнула бы одевать такую одежду, а кикирики очень популярен именно на арабском рынке. Ну, потому что зачастую они одевают такую одежду подобаю. Либо девушки там, когда приглашают в гости своих подруг у себя в гостях, либо у себя дома одевают такие вот разноцветные открытые платья. На Таксиме можно часто услышать разные звуки уличных музыкантов, какие-нибудь представления, детей, даже оперных певиц, поющих различные российские песни можно увидеть и услышать, чего я только здесь не встречала за эти 11 лет, что я прожила в Стамбуле. Здесь раньше находился магазин Benetton, когда я только сюда приезжала. Сейчас здесь находится магазин Koton. Очень много также здесь переулков. На каждом из этих переулков находится какой-нибудь кафе, какой-нибудь магазин, поэтому очень интересно исследовать Таксим. Вот здесь находится большой магазин Collins и большой магазин Mango. Посмотрите, какое старое здание. Вообще здания здесь, они более европейской постройки и какие-то необычные. У меня они вызывают восхищение. Огроменный просто магазин H&M находится на нескольких этажах. Хочу показать вам это здание, насколько интересно декорировано. Везде много сувенирной продукции, много сладостей. Очень известный шоколад, Биола Чоколатоса называется. Вот выглядит он так. Это в упаковках вот таким образом. Очень много разных сладостей вы можете увидеть. И они действительно вкусные. Я в Турции советую покупать вам шоколад. Посмотрите, вот сколько просто орешков в нем. Приближается трамвайчик, но настолько много народу, что его даже не видно просто. Здесь находится небольшой торговый центр, называется Демиройрен. В нем, в принципе, я бы не сказала, что много марок, но есть кино, мы иногда ходим сюда в кинотеатр. И вообще есть несколько кинотеатров по улице Истикляль, причем очень интересных и старых. Вот это Сарай Мухалле Биджиси, в котором я бывала в первые годы своего приезда в Турцию, наверное, очень много раз. Практически первый год, наверное, каждое воскресенье мы там хотя бы кофе выпивали, сидели. И очень вкусные, мне нравятся там пироги. Ну и просто даже супчика выпить можно, их турецкого чечевичного. Цены недорогие. И, соответственно, так как это демократичный ресторан, то вот мы, будучи практически, можно сказать, студентами, там часто с друзьями встречались. Здесь находится, открыли не так давно, ну, несколько лет уже, как Мадам Тюссо музей. Я в нем ни разу не была, но были мои знакомые, мои друзья, и как бы сделали фотографии. Интересно, конечно. Ну, я не могла бы сказать, что очень фигуры похожи, но все равно просто интересно развлечься. Марка Mavi – одна из самых известных турецких марок, которая производит деним. Средней ценовой категории, но достаточно качественный товар производят. Магазин книг и музыки. Фло – это магазин обуви. Демократичных цен, так скажем. Здесь написано «Istanbul Cinema Museum», то есть музей стамбульского кино. Я там ни разу не была, поэтому не могу сказать, на что это похоже. Смотрите, везде портреты Ататюрка и флаги. Окс – это тоже магазин одежды демократичных цен, как и LC Waikiki. Но LC Waikiki вы знаете, потому что он есть в многих городах России, и я полагаю, что Украины тоже.
Находится по этой улице еще несколько банков. Продают кукурузу, вареную, жареную и каштаны. По этой улице находится один из немногочисленных китайских ресторанов на этой улице. И вообще в Стамбуле их не очень много китайских и ресторанов японской кухни в том числе. Поэтому раньше я очень часто там бывала, потому что я китайскую и японскую кухню очень люблю. Турецкое мороженое. Магазин Чентро, в котором можете найти разную одежду, и как дешевую, так и дорогую. Сювен – это марка женского нижнего белья. Мы сейчас уже практически подошли к Галатасарайскому лицею, который находится здесь. Идти действительно очень сложно, потому что все на меня натыкаются. Посмотрите, какие ворота. Здесь очень часто стоит полиция, вот именно на этом месте. Здесь впереди вот это здание – это музей современного искусства. В нем бывают очень интересные выставки. Улица несколько сужается, поэтому сразу же такая толпа. Вот, посмотрите, как называется? Yapı Kredi Kültür Sanat. Это, то есть, дом культуры и творчества, который организовал банк, который называется Yapı Kredi, один из известнейших банков в Турции. Здесь, именно по этой улице, находится несколько пассажей. Вот это называется Азнавур пассаж. Иногда по пассажам погулять очень интересно, потому что в них может быть много всего необычного. Посмотрите, какое старое здание. А это пассаж называется пассаж Хазокула. Я там часто бываю, потому что он выходит на магазинчик японских товаров. И здесь находится один из самых больших магазинов Зары. Такое высокое здание. Улица Истекляль, она очень длинная, практически 2 километра. Соответственно, пройти ее, конечно, занимает время. Коска – это место, где чаще всего продают халву. И я чаще всего именно здесь ее покупаю. Но и лукум здесь тоже есть, причем достаточно хороший. Виды баклавы, турецкой пахлавы. А это сейчас красное здание, это католическая церковь. Я думаю, те, кто приезжал в Стамбул, они про нее слышали, знают, либо заходили в нее. Она очень красивая. Посмотрите, какие арки и переходы. Работают турецкие мороженщики. Церковь называется церковь Сант-Антонио. Только посмотрите, насколько она величественная и интересная. Это внутренний дворик церкви, распятый Иисус. Внутренний дворик выглядит так. И это именно выход на улицу Истекляль. Я внутрь церкви заходить не буду именно из-за уважения к чувствам верующих, чтобы им не мешать съемкой и своей камерой. Я вам советую, когда вы приедете в Стамбул, обязательно посетите, даже если вы не относитесь к католической вере. Как вы видели, очень много туристов и арабских, и самих турков тоже ходят и посещают эту церковь, потому что она просто действительно очень красивая. Вот еще один пункт обмена валют. Магазин US Polo, который находится рядом с церковью. Пенти – это турецкая марка нижнего белья и колготок. И здесь очень много вот таких интересных улочек, про которые вы не подозреваете даже, а там всякие рестораны. Слава богу, опять распогодилось, а то я начала переживать, что набежали облачка и думала, уж не пойдет ли дождик. Анатолийский лицей Биоглу. Здесь находится один из самых известных мидпоинтов, потому что у него классный вид. И это место называется Биоглу Иш Меркезе. Там находится много магазинов, то есть что-то вроде универмага, разной одежды, в том числе одежды без этикеток по приемлемым ценам.
И также в этом здании, в котором я вам только что показала, на верхнем этаже находится один из фешенебельных ресторанов. Сейчас, правда, его переделали, по-моему, именно в ресторан, где можно выпить, что называется, рака-балык и рака-мезе. А раньше там был просто ресторан европейской кухни. Это еще один из магазинов «Манго», который находится по улице Стекляль. Он тоже очень высокий, огромный, находится на нескольких этажах. И на лестницах, когда вы поднимаетесь по лестницам в этом здании, вы можете видеть открывающийся вид Босфора. Ближе к туннелю находится несколько разных консульств. Тут уже слышно, что мальчик играет на дарбуке или на барабанчиках. И народ столпился и слушает, как он играет. Какое старое здание. Много зданий находится на реконструкции. Это здание сейчас, по-моему, тоже реконструируют. И несмотря на то, что практически все эти здания, я не знаю, можно, наверное, назвать объектами культуры, в них везде находятся все эти ресторанчики, донерные. А здесь, по эту сторону, ближе к туннелю, находится консульство Российской Федерации. Я не буду особо пристально снимать, чтобы, не дай бог, не подумали чего-то лишнего. И вы уже увидели, насколько много в Турции, в Стамбуле кафе Мадо, про которые я вам говорю практически в каждом видео. Эту улицу очень красиво украшают к Новому году. Обычно здесь очень много гирлянд, которые подсвечиваются днем и вечером. Вот сейчас здесь семиточник, продаются семиты, турецкие бублики. Еще одна коска. То есть эта улица настолько оживленная, что многие магазины или многие рестораны могут запросто открыть несколько ресторанов по улице, потому что посетителей здесь всегда 24/7 много. Эта улица, она никогда не спит. Клубы работают до утра, рестораны до поздней ночи, даже магазины здесь работают, наверное, как минимум часов до 12 ночи. Мы с вами уже приблизились практически к туннелю. Туннель – это как и наименование данного района, так и сам трамвайчик, а точнее метро. Второе метро в Европе. Консульство какого-то государства. И в самом конце, ну для кого-то в самом начале улицы находится еще одно метро. Это метро называется Шишаны, остановка. Здесь впереди, вот в этом сером здании, находится вход в метро. Сверну специально сюда, чтобы вам показать вход в туннель. Вот еще одно старое интересное здание. И вот здесь, видите, даже показана история этого места. Находится вход в туннель. Вот он, вход в туннель. Это метро занимает только одну остановку и идет вниз к району, который называется Каракёй. Сейчас мы не будем садиться на метро, а мы спустимся сами пешочком, потому что спускаться вниз всегда проще, чем подниматься. И я просто хочу вам показать эту улицу, как вы можете дойти до Галаты и как вы можете спуститься к Каракёю. Вот видите, везде
На крышах есть терраски с ресторанчиками, с кафешками. Они очень любят находиться на свежем воздухе, поэтому это просто здорово. Вот когда вы заходите на эту улицу, именно она вас приведет к Галате и в район Каракёй. По ней находится очень много магазинов музыкальных и также всяких сувенирных лавок. Здесь находится музей Мевляны. Несмотря на то, что эта улица очень оживленная, пешеходная, но она все-таки также и проездная, то есть по ней ездят машины. Поэтому старайтесь идти не так, как я, смотря из стороны в сторону, да еще и при этом снимая видео, все-таки идите осторожно. Везде кафешки. Мне очень нравится пить свежевыжатые соки, и здесь именно на этой улице их тоже можно найти в большом количестве, всяких разных. И причем за достаточно доступные деньги. Очень шумно, поэтому я даже не знаю, насколько хорошо доносится вам мой голос, но я просто стараюсь вам показывать все эти интересные дома и что находится по пути. Вот видите, даже такси проезжает, о чем я и говорю, что движение как транспортное, так и людское здесь очень оживленное. Очень много подобных лавочек здесь. В некоторых местах реально сложно даже просто идти среди этой толпы, разношерстной причем. Что мне нравится в Стамбуле, это вы действительно здесь видите очень много разного народа. Вот такое необычное кафе в уголке запряталось. Видите, практически через каждые 5 метров свежевыжатые соки продают. И всякие интересные сувениры. Посмотрите, холм, он достаточно крутой, поэтому, кроме того, здесь вот такая мостовая. По ней очень сложно ходить на каблуках. Вообще в Турции я вам не сильно советую одевать каблуки, потому что ходить вам будет достаточно сложно. Везде холмы и не везде обычный асфальт, а часто вот именно такие мощенные улочки. Конфетный магазин. Посмотрите, сколько в нем много народу. Я не видела его, наверное, это новый конфетный магазин. И вот, мы подошли как раз к Галате. Вот она, красавица. Рядом с Галатой находится несколько ресторанов. И в самой Галате наверху находится тоже ресторан. По крайней мере, находился, я не знаю, как сейчас. Давно там не была. Хочу вам показать эти ресторанчики. И можно прийти вечером, выпить вина и полюбоваться именно на башню. За башней находится то, что они называют чай-бахчысы, но мы туда не пойдем. Я все-таки вернусь обратно на ту улицу, по которой мы уже спускались, потому что я вас веду в абсолютно другое место. Я вернулась на нашу улицу основную. Здесь уже
народу поубавилось, потому что практически весь народ, он все-таки шел к Галате, чтобы на нее полюбоваться. А мы с вами идем, спускаемся в район, который называется Каракёй, для того, чтобы сесть на вапур и переехать на другой берег. А именно я хочу вас отвезти на прогулку в район Üsküdar, чтобы вы полюбовались на Девичью башню.